Как вы думаете, каким образом продвигается Pornhub? Каким образом захватывает семантику вездесущий OLX? Какие еще сайты используют этот секрет и, конечно же, как его реализовать на своем сайте, чтобы не попасть под фильтры? Сегодня мы поговорим про семантическое продвижение сайта за счет поисковых запросов. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Я рекомендую подписаться и поставить лайк под этим видео, если вам нравится наш контент. И мы поехали! Сайты, которые продвигаются таким образом, на самом деле их действительно огромное число. Я наткнулся на несколько сайтов, но в зарубежном сегменте таких сайтов гораздо больше, чем вам покажется. На примере наших сайтов, которые мы будем рассматривать в этом видео, это под прицел у нас попал OLX и попала, конечно же, Ева. Про него будет отдельное видео, но эту тему я решил вынести в отдельный блог, в наш подкаст, и, конечно же, рассказать про него в этом ролике. И в этом ролике я буду рассказывать про то, каким образом этот сайт собирает семантику. Обратите внимание, у OLX ранжируется более 1 миллиона ключевых слов. Но у него есть очень необычные страницы, которые выглядят как запрос. И мы сейчас их, конечно же, попытаемся поискать. И это страницы, которые содержат вот такой URL. Сколько же этих страниц? Давайте проверим. На сегодняшний момент таких ключевых слов, которые попадают в этот список, это 930 тысяч ключевых слов. На 1 миллион 172 тысячи ключевых слов приходится вот такой список. То есть это огромное количество запросов. Что это за странички? Давайте мы, конечно же, постараемся эти странички отсеять и оставим только те, которые имеют трафик. Мы для этой цели, конечно же, используем Ahrefs. У него действительно очень удобные отчеты на сегодняшний момент. И вот здесь для анализа мы как раз сравним, а сколько трафиковых ключей у OLX. И вот смотрите, у OLX трафика всего 362 тысячи ключевых слов. Да, у OLX не таких много, как вы видите. Из них 314 тысяч трафика ключевых слов – это страницы запросов. Но, как вы видите, тут интересный вариант. Давайте смотреть, что это за страницы. Открываем страницу канистра для бензина. И что мы видим? А мы видим вот такую необычную страничку, которая заточена под запрос канистра для бензина. И здесь 1000 объявлений, но это не какая-то страница категорий, не какой-то выбранный фильтр, это просто канистра для бензина. У нее нет своей, как говорится, привязки. И эта страничка, условно говоря, вот у нас есть в отдельном разделе, вот она есть в разделе канистры, она есть в разделе аксессуары для авто, она вот 5-литровые аксессуары для авто. Каким образом они это сделали? Они взяли запрос канистра для бензина и все связанные с ним эти запросы, как вы видите, вот они есть. И посмотрели, какие объявления попадают в этот список и в каких категориях они находятся. И создали вот этот блок «Подібні результаты». Именно он так и работает. Обратите внимание, здесь категория не выбрана. Регион не выбран на сегодняшний момент. Но если я провалюсь, допустим, канистра для бензина 20 литров, я попаду на страницу, где тоже канистра для бензина 20 литров, но она находится в категории канистры, но она не ранжируется. Это нулевая страница. Ранжируется вот это. Она собирает на себя весь трафик. Давайте изучим семантику этой страницы, и вы увидите следующее, что она каноничная сама на себя. Title и description даже не парились прописывать, он попросту не прописан. И все, то есть больше ничего в ней не делалось. Единственный момент, вы спросите, как это работает, в чем смысл? Она ранжируется через вот этот блок популярных запросов. То есть, если я зайду, например, в канистры для бензина, в категории, да, вот попробую посмотреть, в какой находится это объявление категории, вот я зайду канистры, я уверен, что там внизу будет вот этот наш несчастный фильтр канистра для бензина. Канистра для бензина 20 литров. Вот они вот здесь, собственно, все идут, эти запросы. Вот они вот в этом популярный запад по пошуку. Видите, категории ничего нет. Здесь в регионах ничего нет. Но вот в этом блоке западев эта ссылка где-то канистра для бензина где-то будет. Тут 20-литровая, видите, вот предлагает мне. В какой-то категории будет 5-литровая, то есть вы понимаете, да? То есть вот я зайду канистра для бензина 20 литров, страничку. Запчасти для транспорта попал на страницу. И попал на канистры. Вот они все здесь. То есть, как вы видите, запчасти для транспорта, и вот они вот здесь. Вот нет у них такой категории канистры. Они взяли этот запрос, канистры, и зацепились за него.
То есть, как вы видите, проработали семантику и зацепили за этот запрос. А теперь мы расскажем, как реализовать этот процесс на своем бизнесе, на своем сайте. Для того, чтобы сразу влететь с ноги в этот тип продвижения, вам нужно пройти несколько этапов. И они, можно их перечислить, делятся на классические. Сбор семантического ядра, кластеризация запросов, создание структуры сайта для этих запросов, да, нужно объяснить, где они будут находиться, техническая оптимизация, мониторинг и анализ. Вот, собственно, эти пункты, которые вам нужно реализовать. Давайте начнем с самых первых. С чего нужно начинать? Конечно же, это сбор семантического ядра. И здесь нам поможет не Ahrefs, хотя он очень хороший, нам поможет Serpstat. Serpstat в этом плане очень хорош. На примере канистры для бензина мы как раз сейчас вот этот пример вам и покажем. Мы сейчас зайдем в наш Serpstat. И, конечно же, мы советуем всем пользоваться обязательно Serpstat для сбора семантики. Он в этом плане очень хорош. По Украине, я считаю, это незаменимый сервис. Я рекомендую его использовать сейчас. У них не так давно была акция. Но у них часто бывают и еще акции, поэтому следите за этим. То есть, и, конечно же, я промокодик потом оставлю в комментариях, когда мне новенький пришлют. Вот, мы заходим на нашу страничку Serpstat и вбиваем канистра для бензина. Берем этот запрос. Вот наш запросик. И вот мы видим 688 ключевых самых разных слов. Канистра для бензина, канистра для горюче-смазочных материалов. И берем, создаем специальный фильтр. Специальный фильтр, который будет выглядеть вот так. В нем мы отключаем фразы с неправильным написанием, они нам не нужны, будут мешать. Частотность больше, чем... Давайте мы будем брать сразу частотность больше, чем 30. И сила связи больше, чем 3. То есть, и берем вот эти все запросы. Сколько у нас будет. И вот мы получаем 40 страниц. 40 страниц. И наша задача сейчас вот эти все запросы пересмотреть. Надо вот еще бы всякие склонения. Единственный момент, все вот эти вот отвратительные варианты канистры, канистрой. Вот этот надо будет, конечно, этот момент руками перебирать. То есть бензин канистра, канистра купить. Вот мы видим вот этот весь список. Что мы делаем? Мы берем, копируем таблицу буфер обмена, заходим в наш Excel. Да, Excel это лучший инструмент для SEO-специалиста. Вообще без него жить нельзя. Вот, заходим в Excel и вставляем вот эту таблицу. И мы получаем вот весь список самых важных запросов, которые как-то связаны. Но заметьте, эти все запросы связаны четко с канистрой. Ну, то есть вот тут и 20-литровые попадаются. Заметьте, сила связи уходит. Теперь в этот список нужно добавить общие запросы из подбора фраз. И здесь мы делаем тоже фильтр. Здесь частотность больше или равно 10. Нас интересует снова больше 29. Пожалуйста, нас интересуют трафиковые запросы. Вот. И здесь вот мы видим здесь 95 слов. Мы снова копируем таблицу, заходим в Excel, добавляем вот этот вот. Единственный момент, что видите, здесь оно смещает у нас вот результатов, конкуренция PPC, вот эта колоночка, которую мы делаем, она немножко не помещается. Это нас не интересует, оно нам не надо. Вот эти колонки мы просто убираем. Эти поля, результаты в Google нам не нужны. Вот, мы убираем. И теперь мы имеем табличку с запросами. Теперь делаем данные, фильтр, сортируем их по частотности и удаляем дубли. Единственный момент, что мы видим, да, что у нас тут позалетали дубли всевозможные, да. То есть вот они вот. Я рекомендую потом готовый список сохранить. Давайте мы его назовем тест. И, конечно же, мы пойдем в наш кластеризатор и попробуем поискать эти слова. Вот, зайдем на наш кластеризатор. И, конечно же, в кластеризаторе попробуем сейчас этот список почистить. Напоминаю, наш кластеризатор немножко улучшился. Теперь в нем можно полноценно работать. За фразы у нас ключевые фразы. За КД у нас сложность. За CPC это стоимость. Ну да, и давайте конкуренция. Вот, все. И вот у нас вот получился список. И давайте мы, конечно же, его кластеризуем.
Напоминаю, на бесплатном тарифе у вас всего будет 4 проверки, вы можете зарегистрироваться, проверок станет резко больше. Вот. Тут пока что абсолютно бесплатен, потому что мы его сделали бесплатным на это время. И вот видите, вот здесь все возможные запросы, которые попали в этот список, которые не нашли своего места. Вот. То есть вы видите, 40-литровый запрос оказался здесь, потому что у него не нашлось собрата, мягко говоря. Вот. И мы идем купить канистру для бензина, это понятно, канистра под бензин, это понятно, канистра для топлива, вот это интересный запрос, я бы под него зацепился. 20-литровая корзина, вот 20-литровый запрос. Смотрите, есть отдельно 20-литровая металлическая, ну вообще канистра для бензина металлическая. Окей, можно под это собрать отдельную страничку. То есть он предложил 20-литровую, потому что как наиболее трафиковый запрос, но можно здесь выбрать что-то другое. И, соответственно, вы можете выбрать пластиковую, 5-литровая, 20-литровая металлическая, 50-литровая, 5-литровая. То есть вот у вас есть запросы, вокруг которых можно собрать вот этот кластер. И под эти запросы создать вот эти посадочные страницы. То есть вам нужно выбирать наиболее трафиковую версию запроса, записывать этот запрос и вокруг него строить. Смотрите, алюминиевая, да, эпицентр, понятно, пропускаем, нам это неинтересно, да, там, Харьков, пожалуйста, канистра для бензина в Харькове, вот, купить канистру для бензина Харьков, пожалуйста, берем ее. Наиболее трафиковый запрос, отлично. То есть, таким образом, вы перебираете весь этот список, собираете сразу себе нужные варианты отдельных запросов, и под каждый кластер, вот еще 3-литровая, да, и вот то, что не нашло своих групп, это, условно говоря, запросы, у которых не оказалось на что зацепиться. Вот 40-литровая канистра у нас оказалась здесь. Если у вас есть по этому вопросы, задавайте в комментариях. Это, собственно, мы рассказали, как их собрать и как их кластеризовать. Теперь нужно, конечно же, сделать структуру сайта. Наша задача теперь выбрать эти запросы и предложить их в качестве структуры, как они будут у нас работать. Для этих целей мы сейчас открываем нашу загрузку нашей кластеризации, открываем ее и, конечно же, смотрим, что мы можем с ними сделать. Вот наши запросы, которые у нас есть. Допустим, канистра для бензина, если у нас нет этой страницы, это наш первый запрос. Мы выбираем тот, который наиболее КДшный, да, то есть канистру для бензина, конечно, классно, но выбираем наиболее человеческую версию. Канистра для бензина, да, вот выбираем, собственно, то, что нам больше всего словесно подходит. Красим в желтый в каждом кластере. Купить канистру для бензина. Берем вот этот запрос. При одинаковой частотности он хороший. Канистры для бензина 20 литров. Вот здесь вот интересно выбрать канистра для бензина, канистра для бензина. Я бы выбрал канистры для бензина 20 литров, ну и украинскую версию бы подобрал. Купить канистру для бензина, купить, это запрос, который будет каннибализировать наш запрос, поэтому мы его не создаем. Мы создаем 20-литровую страничку для 10-литровой странички, вот у нас сразу есть вариант. Выбираем 5-литровый, канистра для бензина 5 литров, с конкуренцией выше, возьмем его. Пластиковая канистра для бензина, отличный запрос. То есть вот мы так вот, и вот так, собственно, SEOшники выбирают вот эти вот запросы, когда вот они есть. Смотрите, канистра для бензина, вот самое интересное, 20-литровая металлическая. Я бы оба вот эти вот запроса вот так вот взял бы, вот просто, потому что они оба хороши. Вот этот под вопросом, потому что он очень специфический, очень сложный. Канистры под бензин, я бы под такой запрос, может быть, бы и создавал страницу. Но, в принципе, подумал бы, может быть, и сделал. Купить канистры для бензина 10 литров. 10 литров у нас уже была, поэтому не будем создавать подобную. Канистра 30 литров для бензина, берем запрос. Канистры для топлива, потому что не только бензин бывает, да. Канистры для бензина 50 литров. Эпицентр, напоминаю, пропускаем. Вот у нас геозапросы, можно все остальные гео проработать, перечислить все, какие существуют, если нужно. И алюминий. Итого, вот у нас получились списки тегов. Это те, которые мы можем смело уже создавать на своем сайте и под них сортировать странички. То есть вот я вот их отобрал, и вот на эти теги мы будем создавать отдельные страницы. Как их создавать? Создается специальный модуль, который будет по определенной логике, куда человек зашел, то есть в каких категориях будет этот модуль показывать. То есть эти запросы будут показывать в определенном модуле. И будет их периодически чередовать. То есть, если человек зашел в канистру для бензина, ему показываются все варианты этих запросов. Если же он зашел просто в категорию, ему показывается страничка канистры для бензина. Просто, к примеру. Или там варианты канистры для бензина и город. Вот, например, Харьков, Одесса, Киев, все остальные города. То есть, как напоминаю, это у OLX было реализовано. Вот на канистре 20 литров, да, мы внизу увидели огромный спектр запросов. Тут всего один, давайте вот мы
Вернемся на тот самый запрос канистра для бензина и изучим внимательно, какие были запросы внизу. Напоминаю, у нас здесь не выбран никакой город. Здесь просто пачки объявлений. Но вот мы видим здесь сейчас как раз вот весь огромный спектр этих запросов. То есть канистра для бензина привязана к канистрам. Здесь можно просто, то есть оно в категориях определенных даже лежит. То есть для удобства они запросы внутри категории пихают. Но именно таким образом эти странички поисковых запросов залетают в индекс и индексируются, потому что есть внутренняя страница, которая ведет на этот запрос. Если эти запросы в карте сайта, а вполне возможно, я уверен, что в отдельной карте сайта эти запросы тоже существуют. Допустим, какая-то карта сайта заточена чисто под запросы. Если просто смотреть на количество страниц, которые есть вот по вот этому URL, вот если мы вот сейчас просто зайдем в топ pages и посмотрим, как давно реализовали они этот функционал, то есть здесь нет ничего сложного, мы сейчас посмотрим полную историю. Так, давайте возьмем историю без сравнения. То есть обратите внимание, да, какое количество запросов, какое количество страниц, да, им приносит трафик. Мы сейчас отсортируем даже по ценности трафика, чтобы понимали, да, то есть по каким запросам вот такие вот страницы у нас приносят трафик. Вы видите сейчас на картине. Это странички под эти поисковые запросы. То есть разработка сайтов у них первое место. То есть мы берем запрос разработка сайтов, переходим в Google и видим OLX. Ребята, разработчики сайтов, посмотрите, вас обогнал OLX. Он обогнал Freelance Hunt, обогнал SEO Studio, обогнал кого угодно. OLX. И SEOшники, которые думают, что при помощи SEO запросов это невозможно. Я говорю, ребята, разработчики сайтов, SEO Studio, он нас обогнал. OLX. Вот просто стоит над этим задуматься, вот просто записать себе. OLX, сайт объявлений, доска объявлений, обогнала разработчиков сайта по запросу разработка сайта. Если вы будете думать, что там у них плохая SEO-шка, ребята, про OLX выйдет скоро большой разбор на нашем сайте. Если вас он колоссально интересует, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и следите за новостями в нашей телеге. Телегу, ссылочку оставлю в описании. А если вы хотите мне написать что-то напрямую, мы открыли нашу чат-группу, где можно с нами общаться напрямую и задавать вопросы. Едем дальше. И, конечно же, мы расскажем для разработчиков сайтов, как делать техническую оптимизацию под подобные штуки. SEOшникам на заметку. Первое, что нужно проверить, это что стоит из микроразметки на этих страницах. Первое, что мы смотрим, это какая микруха тут у нас есть. Микроразметка только одна. На самом деле стоит просто breadcrumb. Ну, для сайта объявлений это нормально. Для сайта интернет-магазинов ставится еще микроразметка Product. Как она ставится, я рассказывал в своей статье про розетку. И да, на самом деле там есть нюансы, как ее ставить, но посмотрите видео, а также вебинар, который проходил на нашем канале. Но микроразметка Breadcrumb тут стоит. И, конечно же, она очень простая, как вы видите, ведет на главную. Потому что у нее нет уровней, у нее некуда вести, она просто ведет на вот эту разработку сайтов. Вот, вся микроразметка, это вот эта маленькая строчка. Во-вторых, надо посмотреть, а есть ли тут вообще какой-то H1? Он есть, H1 у странички есть. И он называется OLX объявление в Украине, разработка сайтов. Хлебная крошечка у нас здесь. Все, вот она здесь, и все, и больше ее нет. H1 мы сейчас вам подсветим. Вот он наш H1. Вот этим маленьким шрифтом написан наш H1. Именно вот и он и выстреливает в поиске. Разработка сайтов. Причем у них H1 OLX объявление, разработка сайтов. Но Google вот это урезал. Оставил только разработку сайтов. То есть вот наш title. Разработка сайтов OLX. Description, который делается по шаблону. Хотя можно сделать лучше. Можно реально сделать лучше. Canonical сам на себя. Это то, что мы обязаны сделать. И самое главное, hreflang атрибут. У этой страницы прописан hreflang атрибут на его... То есть вдумайтесь, у поисковой страницы под запрос существует его украинская версия. Хотя запрос русский. То есть украинский запрос, русский запрос, как говорится, never mind.
под русский запрос есть такая же украинская версия. Не париться. Просто вот на русском запросе украинская версия. То есть спросили разработка сайтов на украинской версии, пожалуйста, никаких костылей, просто по-украински выводится интерфейс сайта. Или спросили по-русски, вот я сейчас прям переключусь при вас на украинскую версию, он не превратился в разработку, он остался разработкой сайтов. Просто весь сайт перевелся на украинский язык и контент по возможности перевелся на украинский язык. Кроме текстовых объявлений, которые как бы на одном языке отображаются, у OLX нет возможности заливать текст на двух. Да, по умолчанию как бы вот как залил, так и залил. OLX в этом плане не парится. В вашем случае я бы, конечно же, поработал, чтобы текст, допустим, карточек товаров, конечно же, был на своем языке, если мы про карточки товаров говорим. Ну, на примере OLX я показываю пример, да, они не парятся, потому что это все user-generated content, и они не волнуются за то, что там оно как-то написано на другом языке. Главное, что люди пользуются, и людям это нравится. Вот, технически, вот, собственно, вот этот момент, языковая версия сама на себя, хлебная крошка максимально простая, где только прописано главное, даже второй элемент не прописан, прописано только главное, то есть вернуться с запроса можно только на главное. Очень важный элемент, что все эти страницы, которые у нас есть, имеют огромное количество контента и имеют, ну, так называемые подібні результаты. Вот они, смотрите, они сделали еще версию страницы разработка сайтов, которая входит в отдельные в деловые услуги, в бизнес-послуги и в створение сайтов. То есть, если я зайду, есть страница створения сайтов, у нее тоже есть своя страничка. Кое-как ранжируется, не приносит трафика. Хотя я, честно говоря, не вижу в этом смысла добавлять ее саму на себя, потому что вы создаете таким образом дубли страницы, не мешают. Можно этого не делать. То есть, можно достаточно сделать просто страницу под запросы сайта. Она выглядит как теговая. Вот. И технически, конечно же, карту сайта не забываем все делать, языковой атрибут не забываем ставить. Ну и, конечно же, прописывать грамотный title и description. И обратите внимание, страничка с title и description ранжируется хуже, чем та, которая вот создана без ничего. Просто вот без ничего она работает гораздо лучше. Потому что она проще, она понятнее сделана. Поэтому у нее нет уровней, она вот максимально простой URL. Как в URL добавлять запрос? Вот через дефис. Никаких нижних подчеркиваний, никаких странных символов. Только вместо пробела используется дефис. Вы можете вот в таком образе сделать. Еще можно сделать такую классную штуку, что если человек заходит на главную, можно под Search Box сделать непосредственно движок по поиску. Сейчас посмотрим, микроразметка для главной загрузится или нет. Какой-то особой микроразметки на главной у OLX попросту нет. Стоит классическая веб-пейдж, где прописано название компании, alternate name. Вот это очень важно. Это, про это мы говорили у розетки. Более того, розетка запилила alternate name раз, два, три, четыре, 5 раз. Same as сюда вставляются все соцсети. Лого, там бренд ставится, то есть как правильно name, название OLX Украина, вы видите, вот у них лого отдельно прописан. Ну, то есть микроразметка веб-пейдж сделана у розетки шикарно. Name, country Ukraine, видите, available language Ukraine, то есть все сделано с точки зрения и законодательства Украины, и законодательства всего, и четко адрес микроразметки, все прописано, все данные тут есть. Можно еще сделать на поисковый движок отдельную микроразметку, она есть у розетки, мы можем сейчас ее посмотреть, это ничего сложного, можно поставить, вот у них есть под поисковый движок своя микруха, мы сейчас ее выведем и покажем. Вот, называется SiteLinks Search Box, ставится она вот по такому формату, то есть как работает поисковый движок Search Action, только в вашем случае вы вставляете вот этот самый URL, который у розетки работает вот здесь, вот до вот этого Q. То есть под вот этот запрос создается страница. Теперь маленький нюанс. Если я вобью какой-то бестолковый запрос, сработает ли эта страница? Давайте огромная вот просто. Вот если я вобью вот такой странный запрос, будет ли она индексироваться? Да, они индексируют даже такие бестолковые страницы. Просто у нее, скорее всего, ничего не будет, никаких ссылок дополнительных привязанных не будет. Она просто есть, она индексируется, но это и все. То есть ее надо в руками вбить, и тогда она создастся. Если на нее будет какой-то трафик, в аналитике по ней будут переходы, то, скорее всего, админы OLX ее ручками добавят в эту систему. Что я бы посоветовал теперь вам сделать на своем сайте? Конечно же, все шаги, которые я описал. Реализовать подобный функционал. Сделать возможность создания подобных страниц под эти запросы. Сделать так, чтобы эти запросы красиво отображались. Обратите внимание,
с большой буквы, чтобы все выводилось все, ну, так, как надо. И, конечно же, все качественные страницы, у которых есть семантика, как я показывал в Excel, собирать в карту сайта. Делайте это на тех языках, с которыми вы работаете, и вам придет действительно огромное количество трафика. OLX на этом гребет больше 70% трафика, даже просто если посмотреть по трафику через Ahrefs. Задумайтесь, 70% поискового трафика идет им через этот трюк. Если вам понравилось, жмите лайк, обязательно подписывайтесь на канал, следите за вебинарами. Я хочу видеть ваши комментарии под этим видео, и пока-пока!